Всем привет! Настало время игрищ Валькирия. И Вадимес. Это видео посвящено всему, что связано с водой. И прежде чем мы начнем, поставь лайк и подпишись на наш канал. Итак, для того, чтобы заполнить водой водоем, нам необходим источник. Всего в игре их два – водяной механизм и природный водяной механизм. Создаются они на верстаке. Необходимо разместить такой механизм так, чтобы вода стекала вниз и заполняла бассейн или озеро. Но если ограничиться одним только водяным источником, вода начнет заполнять весь доступный объем и переливаться за его пределы. Для того, чтобы контролировать уровень воды, существует настенный слив воды. Его необходимо разместить по краям емкости на той высоте, выше которой мы не хотим, чтобы вода переливалась. И имейте в виду, что если что-то пошло не так, и вода оказалась не там, где бы мы хотели, всегда можно перейти к ближайшему алтарю пламени и воспользоваться функцией удаления воды. После ее активации вся добавленная искусственная вода исчезнет. И, кстати, алтарь пламени теперь можно размещать под водой и находиться возле него бесконечно долго. Расход кислорода при этом не происходит. Если источник воды убрать, то наполнение емкости прекратится, но вся вода, набранная ранее, никуда не исчезнет. Чтобы спустить воду, существует отдельный механизм – напольный слив. Он размещается в самой нижней части емкости, и после его установки вся вода начинает довольно быстро уходить, пока полностью не закончится. Иногда данный механизм не работает, почему-то и вода не сливается. В таком случае нужно просто перезапустить игру. Также в игре существуют механизмы для быстрого полива растений. Это малые и большие ворота для орошения. Работают они следующим образом. Устанавливаем их вместо одной из стен нашей емкости с водой и накапливаем воду. Затем открываем ворота, и вся вода вытекает наружу, в нужное нам место. А теперь поговорим о том, как переносить воду. Для этого существует три основных предмета – лейка, насос и меха. Набрать воду можно из любого источника воды, а также из колодца. Лейка позволяет переносить до 100 единиц воды и затем вылить ее в любом месте. Насос, в отличие от лейки, позволяет переносить до 500 единиц воды за один раз. Также с его помощью можно поливать врагов и создавать для них дебаф. Ну а меха нужны для того, чтобы утолить жажду, и набирать в них воду можно также из любого источника. Переходим к декоративному применению воды. С ее помощью, а также с помощью цветных светильников можно создавать красивые фонтаны. И сейчас мы покажем пару примеров по возможной реализации фонтанов. Не забываем использовать ограничители уровня воды, а также ставить напольный слив, чтобы вода не накапливалась и не переливалась.
Создать водопад еще проще. Забираемся на самую вершину любой горы и устанавливаем один или несколько водяных механизмов. Вода будет красиво стекать вниз по склону и заполнять пространство внизу. Также водопады сами по себе выглядят очень красиво. В игре появилась возможность разводить водоросли. Чтобы их посадить, необходимо для начала создать проростки водорослей в рассаднице, и затем их можно высадить под водой в любую земляную поверхность, и вскоре они вырастут. Мы создали подводную базу. В этом нам помог новый элемент строительства. Точнее, их два. Водный барьер, который можно использовать как стену, а также барьер для потолка. С их помощью можно создавать пространства, которые не будут пропускать внутрь воду, но при этом является чем-то вроде дверей, пройдя через которые можно попасть в водное пространство. И в завершении видео мы покажем экскурсию по нашей подводной базе. Особенно красиво она выглядит ночью. Вот такое видео у нас получилось. Надеемся, что оно оказалось интересным и полезным. До следующих видео. Всем пока-пока. Пока-пока.